Друзья, всем привет! Сегодня я расскажу вам, как приготовить вот такую красоту. Настоящие миндальные круассаны по традиционному швейцарскому рецепту. В прошлом видео я рассказывал вам, как сделать круассан с орехом. Вот здесь у нас находится ссылочка, сейчас вы ее можете перейти по ней. Круассан с миндалем — это немного другой рецепт, немного другая начинка, но все очень просто, быстро, и рецепт делается буквально за 15 минут. Так что давайте сразу перейдем непосредственно к самому рецепту и составляющим ингредиентам. Нам понадобится слоеное тесто, желток одного или двух яичек, зависит от того, сколько круассанов вы хотите приготовить, стакан воды, 150 грамм миндаля. Или, кстати, хороший лайфхак: если не найдете миндаль или он дорогой, берите абрикосовую косточку. Одна женщина из Армении посмотрела мой рецепт и сказала, что она заменила миндаль на абрикосовую косточку. Она смотрела рецепт про абрикосовые лодочки, тоже вот здесь можете перейти по ссылочке посмотреть. Так что благодарю вас за лайфхак, вам привет и хорошего дня. Нам понадобится также 100 грамм сахара, блендер, чтобы все это потом перемешать, ложка, кисточка для смазывания и раскаточная машинка. Друзья, пока я сейчас все приготавливаю, вы не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не забывать и не пропускать новейшие и вкуснейшие рецепты от меня лично. В общем, берем вот такой блендер, высыпаем туда миндаль, высыпаем сахар, и все перемешиваем. Ну, у меня лично на этот процесс ушло 20 секунд. Получается вот такая пудра миндально-сахарная. Теперь, внимание, на этот объем добавляем 3 ложки воды. Раз, два, три. Еще раз смешиваем. Смотрим на консистенцию. Консистенция у нас рассыпчатая, поэтому добавляем еще 1 ложечку воды. И опять смешиваем. Дело в том, что поначалу может показаться, что масса сухая. Но со временем, когда вы смешиваете, сахар растворяется в воде, и он потом дает влагу. Но вот сейчас, смотрите, у нас вот такая консистенция. И не твердая, и не мягкая, но в принципе можно сформировать то, что вам угодно. То есть получается такая марципановая масса, но не совсем марципановая. Очень пластичная и мягкая. И очень вкусная. Для удобства мы ее переложим в тарелочку. Теперь нам нужно раскатать наше тесто. Еще раз напомню, рецепт вот здесь. Посмотрите его, пожалуйста, несколько раз и научитесь делать так же. Напоминаю, вот она наша поперечная сторона, вот продольная. Вот раскатываем сначала в эту сторону. Немного присыпаем мукой, чтобы она у нас не прилипала. И поехали раскатывать. В эту сторону у нас всегда катается идеально. Мы придаем длину нашему тесту. Ну а теперь можно перевернуть и начать раскатывать в ширину. Ну, смотрите, в принципе, вот этого достаточно. Посмотрите мое видео про яблочный штрудель. Я там рассказываю, как натянуть тесто на край стола. То есть вы делаете вот так. Все, и у нас, в принципе, наше тесто готово. Теперь берем линеечку и отмеряем от края стола 15 сантиметров. Разрезаем.
И от этой линии отмеряем опять 15 сантиметров. Теперь по верхней части мы отмеряем 16 сантиметров, по нижней части отмеряем 8 сантиметров и проводим произвольный треугольник. Готово. Также проводим здесь 16 сантиметров и делаем еще один треугольник. Я уже в принципе делаю это на глазок, но вам лучше пока работать с линейкой. А здесь получается удобно. Вы вот по вот этой линии проводите так. И здесь соединяете вот так. Опять по вот этой линии ведете так. А эту линию соединяете вот так. И нам нужно сделать максимальное количество треугольников. Теперь мы берем нашу миндальную пасту, или я его еще называю миндальный джем, и просто выкладываем на каждый круассанчик. Тесто оказалось немного больше, чем я рассчитал. Ну ничего страшного, сейчас я сделаю еще раз массу и уже добью остальные круассаны. А пока я вам покажу, смотрите, обязательно оставляете вот такие зазоры над треугольничками, то есть как бы в центр, и немного вот пару сантиметров вы должны оставить, чтобы круассаны могли закручиваться и масса не вытекала. Теперь конец каждого круассанчика смазываем яичком, точнее желтком. Это нужно для того, чтобы, когда мы будем заворачивать круассаны, они у нас не распадались, а яичко их будет держать. И теперь мы берем каждый круассан и закручиваем таким образом. Смотрите, значит, мы немного растягиваем, теперь заворачиваем, чуть-чуть натягиваем конец, закручиваем и переворачиваем. Получается вот такой круассан. И немного вот так вот растягиваем, смотрите. Вот так растягиваем, чтобы массу нашу распределить полноценно по всему круассану. Все, теперь берем поддон, берем пергаментную бумагу, выкладываем наши круассанчики. Сейчас мне необходимо для витрины 4 штучки. Выложили на противень. Берем яичко, смазываем. Все, и отправляем наши круассаны в предварительную разогретую духовку до 200 градусов Цельсия на 25 минут. Пока у нас все выпекается, я быстренько доделаю остаток круассанов. Обычно в булочной я делаю так. Я нашу готовую миндальную массу закладываю в кондитерский мешок, чтобы ускорить процесс и время, и потом вот так вот работаю. Друзья, вот эти вот круассаны, которые я сейчас выкладываю на поддон, я их сейчас смазываю яичком. И отношу в морозилку. Как я говорил в своих предыдущих видео и про яблочный штрудель, и по круассан с орехом, я рассказывал, что слоеное тесто может долгое время храниться в холодильнике. Полгода, год — это спокойно. Для слоеной выпечки это не проблема. Так что если вы, например, не рассчитались тестом или с начинкой и сделали больше, чем вам нужно сегодня, вы просто берете это и уносите в морозилку. И когда нужно, просто достаете 4 штучки, выпекаете, и все прекрасно. А тем временем у нас остается буквально 6 секунд. Так, ну что, наш таймер прозвенел. Вот, посмотрим сейчас, что у нас получилось. Одеваем суперскую волшебную перчатку. И достаем наши круассанчики. Вот такая красота, друзья, у нас получилась. Ой, горячо.
Обратите внимание, как хорошо круассаны у нас поднялись, еще растянулись. Вот, это означает, что мы сделали очень хорошее слоеное тесто. И обратите внимание, если круассаны внизу пропеклись, значит слоеное тесто хорошее, готовое. И вот такой продукт полностью готов к употреблению. Для красоты и декора можете взять сахар с водой, смешать, сделать глазурь. Об этом я рассказывал вот в этом видео про яблочный штрудель. Посмотрите, чтобы я не повторялся по 100 раз одно и то же. Там смешиваете сахар с водой и смазываете, чтобы блестело, и посыпаете, например, миндальной крошкой. А еще можно просто вот сахарной пудрой вот так вот сверху припорошить. И тоже получается довольно-таки красиво. Ну, еще раз повторюсь, что в своих рецептах я максимально упрощаю для вас, для домашних заготовок, для домашнего производства. Максимально сокращаю рецептуру и делаю все достаточно прозрачно, просто и быстро. Вот на этот рецепт у нас ушло буквально 15 минут. Это с учетом того, что я еще для вас записываю, паузу ставлю, останавливаю. Обычно это все делается за 10 минут, если уже руку набьете, все очень быстро и красиво. Ну все, наши круассанчики на витрине. Находим для них подходящее место. Все. И ждем, когда за ними придут наши клиенты. А теперь выбирайте, что в следующий раз для вас приготовить. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Яблочный пирог, круассан с ветчиной, сосиску в тесте, штрудель с ревнем, тарталетку со сливой, шоколадный круассан, ореховый круассан мы уже делали, сердце Франции, амаретти или печенье шпицбург. Так что вот, выбирайте все, что вам нравится, пишите ниже в комментариях, я вам все перечислил. Также не забывайте ставить лайк, ну, отошлите все-таки своим друзьям, подружкам, бабушкам, мамам, подружкам, друзьям это видео, пускай все смотрят, учатся швейцарским рецептам, давайте держим кулачки, вот, чтобы все больше смотрели это видео, лайкали, всем нравилось. Комментируйте, пожалуйста, на ютубе, мне очень не хватает общения, я хочу все-таки, чтобы мой канал, он был живой, чтобы люди писали, общались. Также не забывайте подписываться на инстаграм Иван Кузьминов. Ну и что, хорошего дня, хорошей готовки, и обязательно пишите мне, как у вас все получилось, давайте мне обратную связь, чтобы я понимал, что-то может быть упростить в рецептах, или можно вам давать уже посложнее рецепты. Так что все, давайте. Хорошего дня и всем удачи и хорошей готовки. Всем пока.